Вы когда-нибудь замечали, как после получаса скроллинга соцсетей обычная жизнь резко теряет цвета? Любимая работа кажется невыносимой рутиной. Вкус еды становится пресным, а книга выглядит как средневековая пытка. Большинство считает это банальной ленью или слабой волей, но наука говорит об обратном. Прямо сейчас в ваших нейронных сетях происходит химический сбой, вызванный миллионами лет эволюции. Чтобы понять, почему мозг выключает мотивацию, вернемся на 200 тысяч лет назад. В дикой природе дофамин был не гормоном удовольствия, а жестким молекулярным навигатором. Он выделялся до того, как наш предок съедал ягоду или убивал мамонта. Он заставлял встать и действовать. Без дофамина предок просто остался бы лежать в пещере и умер от голода за считанные дни. Но древний мозг получал дофаминовый стимул редко и с огромным трудом. Сегодня мы создали мир, где гиперстимулы доступны в один клик, без единой капли физических усилий. Каждый свайп — это микровспышка. И за каждым пиком неизбежно следует падение ниже базовой нормы. И когда базовая норма падает, любые привычные задачи ощущаются как тяжелейший физический труд. Но это только вершина айсберга. Главный разрушитель кроется в химическом отравлении синапсов. Знакомьтесь, глутамат – главный возбуждающий нейромедиатор вашего мозга. Когда вы поглощаете контент, префронтальная кора работает на пределе возможностей, генерируя тонны глутамата. Без отдыха избыток глутамата становится токсичным. Мозг начинает буквально жариться изнутри. Чтобы защитить нейроны от гибели, мозг включает аварийный режим, выключает вашу мотивацию. Этот режим и ощущается вами как хроническая усталость, туман в голове и апатия. Количество дофаминовых D2 рецепторов сокращается, чтобы спасти клетку от перегруза. Результат? Обычные стимулы больше не могут пробиться сквозь истощенный защитный барьер. Возникает замкнутый порочный круг. Вам скучно стрелка. Вы открываете телефон. Стрелка – выжигаете рецепторы. Стрелка – вам становится еще скучнее. Это и есть дофаминовая ловушка 21 века. Хорошая новость в том, что мозг обладает нейропластичностью. Рецепторы способны восстанавливаться, а глутамат выводится из синаптической щели. Давайте разберем молекулярную анатомию этого процесса на пальцах. В норме между возбуждением и торможением существует идеальный химический баланс. Дофамин дает сигнал «иди и сделай», а глутамат передает возбуждающий импульс между нейронами. Когда ключ входит в замок, вы чувствуете прилив фокуса, энергии и вдохновения. Чтение книги дает ровный приток дофамина, около 50% выше базового уровня. Короткие видео дают мгновенный взрыв до 200%, сравнимый с воздействием психоактивных веществ. Не способный выдержать такую атаку, нейрон втягивает рецепторы внутрь мембраны. Это называется даунрегуляцией. Теперь, чтобы почувствовать хоть какой-то интерес, вам нужна в 3 раза большая доза стимуляции. Параллельно с этим непрерывная работа лобных долей ведет к накоплению глутамата. Обычно клетки астроциты пылесосят избыток глутамата, но при беспрерывном скроллинге они просто не успевают. Избыток глутамата токсичен для синапсов. Мозг ощущает это как физический туман и тяжесть в веках. Нашим предкам не нужен был специальный детокс. У них были естественные паузы сенсорной тишины. Разглядывание облаков или слушание шума ветра давали астроцитам время очистить синапсы. Сегодня мы уничтожили микропаузы. Каждая секунда ожидания в очереди забивается экраном. Мозг лишается фазы клиренса, очистки. К концу дня ваша префронтальная кора переходит в режим экстренного сброса нагрузки. На сцену выходит амигдала, древний центр тревоги и страха. Без контроля со стороны истощенной лобной доли амигдала начинает видеть угрозы во всем. Вы чувствуете беспричинное беспокойство, фоновую тревогу и раздражение на близких. И пытаетесь тушить этот пожар тем же бензином, очередным дофаминовым свайпом. Это путь к полному эмоциональному выгоранию и ангидонии.
неспособности получать радость. Но биология обратима. Дофаминовые рецепторы восстанавливаются за от 7 до 14 дней. Восстановление требует прохождения 3 четких физиологических фаз. Фаза 1. Экстренная выгрузка глутамата за 15 минут. Как только сенсорный приток снижается, астроциты за считанные минуты очищают синапсы. Фаза 2. Синтез новых D2 рецепторов. АП-регуляция. Фаза 3. Стабилизация базового уровня дофамина. Книга снова становится интересной, а сложная работа начинает приносить драйв. Переходим к практическому научному протоколу, который вы можете начать сегодня. Шаг 1. Никаких экранов в первые 60 минут после пробуждения. Утром мозг максимально чувствителен. Первый стимул задает планку дофамина на весь день. Если первым делом зайти в соцсети, базовая планка задирается в небеса, и весь день обречен на скуку. Естественный свет утреннего солнца запускает правильный выработок кортизола и дофамина. Шаг 2. 15 минут сенсорного покоя в середине дня. NSDR протокол. Non-sleep deep rest. Глубокий отдых без сна. За 15 минут он полностью очищает синапсы от избытка глутамата. Исследования Стэнфордского университета показывают, NSDR восстанавливает фокус эффективнее кофе. Верните микропаузы. В очереди, транспорте и лифте не вынимайте смартфон. Разрешите мозгу поскучать. Шаг 3. Переведите экран смартфона в черно-белый режим. Яркие цвета иконок специально созданы дизайнерами для триггера дофаминового отклика. В серых тонах соцсети теряют 80% своей гипнотической привлекательности для зрительной коры. Мозг больше не получает легкий дофаминовый визуальный стимул. Шаг 4. 20 минут интенсивной физической активности. Физическая нагрузка стимулирует выработку белка BDNF, фактора роста нейронов. BDNF ускоряет восстановление дофаминовых рецепторов в разы быстрее, чем пассивный отдых. Мышцы утилизируют накопившиеся гормоны стресса, очищая кровоток. Что произойдет с вашим организмом через 7 дней соблюдения этого протокола? День 3. Исчезает утренняя тяжесть в голове. Уровень глутамата приходит в норму. День 5. Возвращается способность фокусироваться на сложной работе более 45 минут подряд. День 7. Восстанавливается чувствительность рецепторов. Мир снова обретает сочные цвета. Вы возвращаете себе контроль над собственным дофаминовым навигатором. Мы живем в эпоху, когда внимание стало самым дорогим ресурсом на планете. Тысячи инженеров и алгоритмов ежедневно работают над тем, чтобы сжечь ваши D2 рецепторы. Но теперь вы знаете химию процесса. Защита собственного мозга — это ваш личный выбор. Не дайте алгоритмам превратить ваш мозг в выгоревшую пустыню. Если этот ролик помог тебе, поставь лайк прямо сейчас. Это помогает алгоритму. Подпишись на «Почти вымершие». Здесь мы разбираем, как древний мозг выживает в современном мире. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А пока посмотри наш предыдущий выпуск про когнитивный долг. Увидимся в следующем выпуске. Берегите свои нейроны.